Всем привет, с вами Анастасия и канал Авелия Стайл. Заказали мне колечко наподобие моего, только с камушком. Подобрали камушек с заказчиком, и вот такое колечко получилось. В розово-синих тонах просили, и как раз камень хорошо подходит. Вот так он выглядит. Если присмотреться, по размерам приблизительно одно и то же. Но учитывая, что камень больше, чем мой кабошончик, то я убрала по одному звену в обшивке. Вот это вот украшение обшивки. И пришлось по-другому пришить стразовую цепочку. Здесь я пришивала стразовую цепочку сначала к кабошону, а потом уже делала обшивку кольца. А здесь сделала все наоборот. Сначала сделала обшивку кольца и прямо поверх вот этой бисерной обшивки пришивала цепочку. Ну, по-моему, выглядит шикарно. То есть такой способ значительно экономит место. То есть вот в моем кольце видно фетровую основу под цепочкой и выглядывает бисерная обшивка. То есть ее видно, если смотреть сверху. В этом же кольце бисерную обшивку не видно. Ну, это, я считаю, классная идея. Я думаю, что я буду дальше ее использовать. Кстати, кольцо, основа кольца, по-моему, нержавеющая сталь. Так что, по идее, должно оно прослужить долго. Единственное, что, естественно, нельзя прилагать физические усилия, чтобы вырвать кольцо от камня. Конечно, нужно обращаться аккуратно с такими украшениями, поскольку все-таки обшито все на бисерной нити. И желательно не мочить. Хорошо смотрится на руке, довольно-таки аккуратно. Работа была сложной, но результат, я считаю, очень хороший. Вот. Надеюсь, кольцо будет долго носиться. Вот такое колечко. Оно в размере точно такое же, вот как мое кольцо. Ну, если учитывать, что у меня здесь еще дополнительная обшивка вот этим бронзовым бисером, то приблизительно размеры кольца одинаковые. Очень красивый камень. Это у нас содолит. Синий с такой рыжей прожилкой. Шикарно смотрится. Я считаю, результат просто шикарный. Если смотреть сбоку, то кольцо смотрится цельно. Стразовая цепочка здесь очень даже кстати. Еще планирую попробовать вот такую основу, золотую. Хочу сюда попробовать обшить вот такой маленький кабошончик и разместить горизонтально. Вот так. Вот, покажу вам результат, что получится. Приблизительно хочу использовать вот такую же систему, то есть обшить бисером, потом сделать обшивку и уже потом поверх бисерной обшивки сделать стразовую цепочку. Это очень классный способ, мне кажется. Он экономит место и довольно-таки кольцо цельно смотрится. А на этом я заканчиваю свое видео. Спасибо, что заглянули. Желаю всем здоровья, мирного неба. Не забудьте поставить лайк и
подписаться, чтобы не пропустить новые видео. А также жду от вас комментариев. Мне очень интересно ваше мнение. Всем всего хорошего. Всем пока. You know that I need you.